какая БМВ! И кожа, и рожа. Давай, смотри, Ирчик. Вон, горит. Говори, горит. Что ты говорил, что не горит? Горит. А, завести надо, да? Всем привет, это канал OutSound, и у нас сегодня долгожданная сборка аудиосистемы для BMW. BMW мы сегодня будем заряжать F20, F30, F10. Ничего не режется, ничего не пилится, не обрезаются никакие провода. То есть все динамики устанавливаются в штатные отверстия, нет никаких проставочных колец, не меняются ни саморезы, ни колодки подключения. Полный сток. Мы меняем только сами компоненты и добавляем в систему процессор со встроенным усилителем. То есть один блок, а не несколько, как это было раньше. Мы не протягиваем никакие дополнительные провода, предохранители. Мы не делаем ничего в этом роде. Мы просто разбираем автомобиль, вставляем динамики вместо, будем честно говорить, да, хуевых BMW-шных динамиков. Не обижайтесь, владельцы BMW, в Мерседесе все еще гораздо хуже, в Audi получше, если честно. В Audi вот самое, наверное, сейчас аудисты радуются, да, сейчас холивар начнется. Не будем сегодня никого подъебывать. Но владельцы BMW все получат при покупке у нас аудиосистемы бесплатно чек. Рекомендую посмотреть вам видео, оно долгое, из двух частей. Посмотрите буквально первые 5 минут первой части. Там мы разбираем аудиосистему в BMW F20 в копейке. И показываем, почему аудиосистема в BMW это очень-очень-очень хуевая аудиосистема. Аудиосистема в BMW сама по себе по расположению уже изначально достаточно хреново скомпонована. Но можно выйти из ситуации, можно 16-сантиметровые мидбасы под сиденьями заменить на 20 сантиметров, такие как у нас сегодня в обзоре, на неодимовых магнитах с улучшенной чувствительностью, с большей площадью, соответственно, лучшим басом. Мы можем заменить среднечастотники в дверях и поставить более качественные твиттеры. Для вашего удобства мы подготовили 4 варианта сборки за 30, 60, чуть меньше, чем 80 тысяч и чуть больше, чем 80 тысяч. Первый комплект самый недорогой. Вот это все, что нужно для установки. Усилитель 4-канальный, хвост с переходником сразу на BMW и комплект динамиков. Стоит такая аудиосистема, судя по чеку, 27,5 тысяч, и на установку вам потребуется около 10. Сюда входит усилитель Vibe, про который у нас недавно был обзор, обязательно его посмотрите, очень удивил этот малыш. Поразила его стабильность, простота подключения и мощность, которую он отдал. Его стоимость 7,5 тысяч, хвост, за который нас затроллили, но троллить надо не нас, а ребят, которые поставляют их в Россию, он стоит 4 тысячи. Ошибся я в том обзоре про Vibe, не 5, а 4 он стоит, но все равно грубовато. Ждем сейчас хвосты от Стега, ждем хвосты от Vibe практически под любой автомобиль. Но почему эти стоят столько? Они поставляются из Германии. Комплект таких динамиков стоит 16 тысяч, и на данный момент это, наверное, самое доступное решение для замены штатных акустических систем в BMW. У нас уже покупали такие, очень довольные люди. На самом деле играет он не на свои деньги, гораздо лучше. И ну вот упаковка так себе, да, не стек. Вот стек берешь, такое произведение искусства. Здесь все гораздо проще. У нас здесь проставочные колечки. Для практически любого BMW должен этот комплект подойти. Видим среднечастотники с достаточно внушительным ходом. Вот причина низкой стоимости. Магнит здесь ферритовый, хоть и не маленький совсем. Видим здесь кроссоверы второго порядка. Между среднечастотниками и твиттерами ставятся эти штучки, чтобы отрезать от твиттеров ненужные им частоты. Твиттеры обычные, стандартные, в обычном корпусе. Они отсюда достаются, чтобы установить в посадочные места BMW, там где это предусмотрено. Там где-то не предусмотрено, их можно установить как обычный твиттер, врезав просто в уголок. И мидбасы. Мидбасы, на самом деле, давайте их даже откроем, прямо очень приятно сделаны. Выглядит как произведение искусства, очень здорово. Видим отличие BMW-шных динамиков от других. Катушка сделана не вниз, а вверх. И обратите внимание, что магнит, он сделан внутри катушки, а не снаружи ее. Тоже редкое решение. Для чего это сделано? Для того, чтобы посадочная глубина была как можно меньше, потому что места в BMW очень мало. Все место занял двигатель
и лампочки индикации ошибок на приборной панели. Ладно, обещал не троллить BMW сегодня. Следующий товарный чек на 59 тысяч. Здесь у нас все то же самое, но усилитель Vibe мы заменяем на процессор со встроенным усилителем Match. Стоит он 39 тысяч, 4 канала по 35 ватт, плюс один сабвуферный. Опять же, нам понадобится вот этот хвост, он подходит и сюда, и к усилителю, который у нас до этого был. Почему настолько дороже, вы спросите, там было 27 500, здесь уже сразу 59. В случае с Vibe мы сделали просто более чистый, более громкий сигнал, то есть усиливали его не штатным усилителем в головном устройстве, а внешним. Здесь же у нас усилитель стоит примерно той же мощности, но еще есть и процессор. Процессор дает три вещи. Первое — это эквализация, мы можем настраивать эквалайзер. Второе — мы можем делать полноценные срезы на каждом канале, то есть если динамик играет не свои частоты, можем эти частоты от него отрезать. И третье, одно из самых важных вещей вот в улучшении штатных аудиосистем, это временные задержки. Для чего они делаются? Когда вы слушаете музыку в вашей штатной аудиосистеме, она у вас играет как будто бы слева и спереди от вас, или слева от вас, или слева сзади от вас, потому что вы слышите ближний к вам динамик, потому что у звука есть скорость, да, скорость звука, и динамики неравно удалены от вас. И происходит следующее: звуковая волна от ближнего к вам динамика до вас уже долетела, а от дальнего еще нет. Таким образом у нас происходит локализация влево. Временными задержками мы эту сложность прослушивания музыки в автомобиле можем побороть. Мы задерживаем левый динамик примерно на 2-3 миллисекунды, и пока до нас идет звук от правого динамика, левый еще молчит, сыгрывает позже. Таким образом сцену мы можем локализовать на лобовом стекле. Центр у нас будет под зеркалом. Закрывая глаза, вам будет казаться, что вокалист находится прямо чуть правее перед вами, как будто вы стоите перед настоящей сценой, а не просто как из рупора у вас хреначит с двери. Отличает эту технику от всего, что у нас сегодня в обзоре, это то, что она сделана в Германии. Вот редкость такая — встретить аппаратуру, которая сделана не в Китае. Не знаю, хорошо это или плохо, на самом деле Китай уже давно на такой уровень вышел, что вот особенно стек мы сейчас будем распаковывать. Произведение искусства, и никогда не скажешь, что это Китай. Чистая Италия. Ну, вот здесь у нас Made in Germany, натуральный. Однако, у нас есть вариант лучше, но он у нас идет не следующим, а через один. Давайте рассмотрим промежуточный вариант, оставим матч и заменим наши динамики на итальянский стек. Третий чек. Самая, на мой взгляд, золотая середина. У стека отдельно уже можно приобрести мид-басы и отдельно среднечастотники с твитерами. Остается у нас также матч, остается у нас также хвост для него. Этот комплект также ставится без каких-либо вмешательств в штатную систему и по звучанию будет гораздо лучше предыдущих двух. Давайте посмотрим на это произведение искусства. Обожаю всегда открывать стек. Очень ребята заботятся о внешнем виде и о качестве материалов. Видим уже неодимовые магниты на среднечастотниках. Видим также неодимовые твитеры, более качественные провода. А вот кроссоверы попроще, чем в аудиосистеме. Да, здесь у нас какой-то первый порядок, просто идет фильтр. Но это в принципе не так страшно, потому что у нас в аудиосистеме присутствует процессор, которым мы сможем сделать полную эквализацию. Миды сделаны также у нас по другому принципу, не как обычно динамики. Для уменьшения посадочной глубины инженеры BMW все-таки получили свое от производителей аудиоаппаратуры. Катушка у нас также снаружи магнит находится, но магнит гораздо больше, чем на аудиосистеме, также неодимовый. Обратите внимание, сопротивление указано 2 Ома, это значит усилитель у нас будет отдавать свой максимум, не 35 Вт на канал, как заявлено в 4 Ома, а все 50. И это здорово. С такими мидами усилителю работать проще. Подключение очень простое. Родную фишку мы просто вставляем вот в этот разъем, поэтому никаких дополнительных проводов у нас в комплекте нет, только сами динамики и уплотнительные кольца. Корпуса пластиковые, в которые эти динамики вставляются, я всегда рекомендую усиливать виброизоляцией, звук так гораздо лучше. Почему-то на BMW ребята решили сделать их из пластмассы, и это очень печально. И четвертый вариант: мы убираем хвост от матча, убираем матч и добавляем усилитель стек, полный монобренд стек. Стоит это чуть дешевле, чем предыдущий комплект, 79 200, но, как я уже сказал, будет сложнее установить, потому что пока, ну, возможно, когда вы будете смотреть этот обзор, у нас уже будут такие штуки, нету переходников для стека на BMW, поэтому нам придется взять штатную проводку BMW, порезать ее,
подать сюда высокий уровень и отсюда взять сигнал усиленный уже на динамике. Однако, хоть это и сложнее по качеству звучания, и по правильности звучания, и по богатству настроек, эта аудиосистема будет самая лучшая. Если вы не один из вот этих людей, которые не хотят там ни один провод в машине резать, выбирайте именно этот вариант и грамотного установщика. Без грамотного установщика я вам не советую никому отдавать вашу бэху, чтобы вам пилили штатную проводку. На самом деле там все очень просто, очень элементарно, но сам факт, что проводка в вашем бумере будет уже порезана, подчикана, он многих расстраивает. Поэтому если вы не хотите этого, выбирайте третий вариант с процессором Match и с хвостом. Либо ждите хвост на стек, либо дерзайте и делайте полноценную поканалку. В этом случае у нас будет отдельный канал на твиттеры, отдельный канал на среднечастотники и отдельный канал на мидбасы. Потому что против 4-канального плюс один канал на саб матча у него полноценные 6 каналов, плюс выход на сабвуферный канал. То есть, если мы захотим поставить к этой аудиосистеме кастомный сабвуфер в багажник, у нас будет с этого процессора уже настроенный выход для сабвуферного усилителя. Не будем залезать в дебри, мы сегодня вот говорим о чисто замене штатки. Такая аудиосистема будет играть лучше, чем на матче, еще и потому, что мощность на каждый канал почти в 2 раза больше. Здесь у нас 35 Вт на канал, тут у нас 60 в 4 Ома и в 2 Ома, вот в случае со стеговскими динамиками, у нас будут все 90. То есть сумасшедший запас по мощности, чтобы славливать нам гораздо лучшее качество звучания, на громкости умеренной, лучшее управление, меньше перегрев усилителя. Кроме увеличенной мощности и количества каналов, он также оснащен входом под Bluetooth модуль, которых, к сожалению, у нас пока в продаже нет, скоро их ждем. Для чего он нужен? Вы сможете воспроизводить музыку с вашего айфона, и учитывая новые протоколы передачи Bluetooth, сейчас качество должно быть лучше, чем через вашу штатную аудиосистему BMW. Вы подключитесь, то есть вы подключаетесь по Bluetooth к вашей BMW, BMW обрабатывает сигнал, усиливает его по высокому уровню, загоняет в усилитель уже обработанный сраный сигнал. А так мы сможем первоначальный цифровой сигнал загонять сразу в усилок, это будет гораздо качественнее. Ну и кроме того, этот усилитель будет с помощью такого модуля настраиваться прямо с айфона, и это супер круто, да? Это вот мы этого давно ждали. Не надо подключать компьютер, ноутбук, берете iPhone, делаете настройку, там смену пресетов, это супер круто. Супер усилитель, ждем реально только пока хвосты. Очень хочется получить на них хвосты, чтобы так же как матч, без геморройно мы могли их устанавливать. Есть минус перед матчем, да, он тяжелее гораздо. Матч, он у нас легче, его можно под сидушку куда-то зацепить. Этот я бы уже не стал цеплять под сидушку на хомуты. Ну и минус перед матчем, такой больше визуальный, он сделан в Китае, а не в Германии, как матч. Повторюсь, здесь 6 каналов, плюс один канал не усиленный. Для сабвуферного моноблока мы можем его вывести опционально. Также в наличии, покажи, есть еще у нас 8-канальные такие. Ну, в наличии, это я поторопился сказать. Усилителя на самом деле это самые первые в Россию пришли. Есть всего 2, один 6-канальный, один 8-канальный. Кому-то повезет, возможно, до прихода основной партии купить вот такие новинки. Давайте подытожим на всякий случай. У нас есть аудиосистема за 27 500, она просто усилит нам сигнал в автомобиле, не позволив его настраивать, у нас не будет процессора, и заменит нам штатные динамики херовые на уже достаточно качественный аудиосистем. 27 500 плюс примерно 10 на установку. Второй вариант также с этим хвостом, без изменений штатной аудиосистемы, но мы добавляем уже процессор с усилителем Match вместо Vibe. Оставляя динамики аудиосистем, такая система будет стоить 60 тысяч, 59. Самая золотая середина — это стек динамики и Match процессор с усилителем, с хвостом Match. Ничего не меняем, ничего не режем, получаем отличный звук, богатство настроек. И самый топовый вариант, но требовательный к установке, или подождите, пока хвосты придут на стек, это полный монобранд стек усилитель с процессором, стек динамики. 6 каналов вместо 4, более мощные каналы, возможность подключения и настройки по Bluetooth. Вся эта аппаратура у нас в наличии на LoudSound.ru или в магазине в Ростове-на-Дону. Также у нас есть филиалы в Питере, Пензе, филиал в Саратове и в Казани. На сайте LoudSound.ru смотрите адреса наших филиалов, телефоны, звоните, уточняйте по наличию этой аппаратуры. Можете приобретать комплектом, можете приобретать компоненты по отдельности. Например, вот захотите только динамики заменить. Усилитель, опять же, Vibe можете отдельно заказать.
Как установить Wi-Fi в BMW мы показали в недавнем видео. Сделали это на скорости 130 км в час, прямо на ходу. Это супер просто. Посмотрите обзор вот этого усилителя, он у нас на канале есть. Если что-то вам непонятно, нужна консультация, пишите vk.com/loud2012 ВКонтакте в личку, либо спрашивайте у консультанта на сайте. У нас есть доставка в любой город России, у нас есть доставка в Европу. Заказывайте на loudsound.ru и всем пока, живите громко. Cocaine is my girl, fine. Water, water. Damn, I got a forest cash. Daughter, making offer. No problem, I keep cooking for you. Саша, ты охуел, что ли? Хули ты БМВ так затроллил? Чеки вон он считает. Да вообще, чтобы масло посмотреть, щуп доставать надо. У БМВ каждый день масло показывает. Тёма, ты чё, бабло считаешь? Нельзя показывать. Тёма, у тебя есть чек? Горит? Так, докажи. Идем сейчас, посмотрим. А, какая БМВ! И кожа, и рожа. Давай, смотри, есть чек. Вон, горит. Говори, горит. Чё ты говорил, что не горит? Горит. А, завести надо. Как трактор, блядь, завели. Да, не горит чек. Бензин горит. Нихера себе музло валит. Тёма, ты продаешь ее? Сколько денег? 800 тысяч. Налетай, не скупись. Покупай, живопись. И даже чек не горит. Холодно, блядь, пойдем в магазин. Ой, блядь. Да ладно. Серьезно? Восаны. Фу, блядь. Восаны он поставил. Восаны на Мерседес. Тёма, ты видел это? Восаны на Мерседесе, блядь. Вот вам шутка на прощание. Человек человеку волк, а зомби зомби зомби. Внимание! У меня теперь есть собственный инстаграм. Будь первым, кто подписался. Ну, пи***ю, походу, уже 600 человек подписалось. Чего вы подписываетесь? Вы даже не знаете, настоящая эта страница или нет. Короче, вот это настоящая.